Привет! Предположим, что у вас есть только один дубль записи вокала, а так хочется получить даблы. Это можно сделать очень по-разному, но есть простой и бесплатный способ без дорогих плагинов и нейросетей. Послушайте. We have no time to waste. We have no time to waste. Если интересно, как это сделать, оставайтесь. Что такое даблтрек? Это то же самое, спетое несколько раз. Его цель – создать впечатление, будто несколько голосов поют в унисон, даже если исполнение принадлежит одному артисту. Основная задача этого процесса – усилить присутствие вокала, добавить глубину и создать более широкое стереоизображение, позволяя основному вокалу выделиться в миксе. Совершенно одинаково человек два раза спеть не может, поэтому такие вокалы, они чуть отличаются и создают плотность и заполнение. Классические даблы разводятся по каналам. Занудную психоакустическую основу, почему мы это лучше воспринимаем, я расскажу в конце видео, а сейчас покажу, как создать даблы из одного тейка, из одной записи вокала. И еще пару методов. На самом деле это очень просто. Дублируем вокал пару раз и переводим в режим варпинга. В Ableton это делается похожим способом, только алгоритмы другие. Лучше выбрать комплекс. Как это делается в вашей DAW, вам лучше знать. А дальше надо расставить точки, не сильно увлекаясь, и немного порастягивать и поджимать голос, ориентируясь на основной. Вот так. Со вторым дублем поступить точно так же, но чуть по-другому сжимать и разжимать. Точки в других местах, сжатие чуть другое. Вот примерно так. Дальше можно дубли сгруппировать и развести их по каналам. Группу всю потише и в ней добавить любой эквалайзер, хоть встроенный. Надо отрезать самый низ и выше 4 кГц. На вкус. Просто чтобы от даблов не брать самый низ для предотвращения просадки низа и не брать вверх, чтобы было поменьше сибилянтов. Запускаем и получаем примерно то, что слышали в начале видео. We have no time to waste. We have no time to waste. Никто вас не ограничивает в количестве даблов. Можно сдублировать еще раз, еще подвигать и развести не максимально вправо-влево, а наполовину, на 10-11 часов, как говорится, и на 13-14. Но и на этом можно не останавливаться. Можно еще создать два дубля и еще раз их подвигать и накинуть бесплатный эффект от Мельда M-Auto Pitch. В нем поставить небольшие изменения по питчу и, главное, форманты. В одном дубле немного вниз, во втором немного вверх. Кстати, поставить эти дубли лучше почти по центру и чуть потише. We have no time to waste. We have no time to waste. Дополнительно можно на всю группу поставить какой-нибудь дилей, в котором немного будет различаться время задержки правого и левого канала. Любой встроенный это позволяет. И тут еще легкая реверберация есть у комплектного. Ну и вообще реверберация прикольно. We have no time to waste. We have no time to waste. Понятное дело, даблы можно сделать кучей разных коммерческих плагинов, включая супер крутой Melodyne, в котором можно еще и мелодию дабла поменять. А можно использовать всякие AI-инструменты, их все больше появляется в последнее время. Но если нужно быстро, нормально и бесплатно, можно, как я описал. Теперь, почему это для нас круто звучит? А это простая психоакустика. Как же наш мозг воспринимает звук и как определяет, откуда идет звук? У нас два уха, и они работают как стереосистема. Постоянно сравнивают то, что слышат. И на основе этого мозг строит картину звукового пространства. Первое – это разница между ушами во времени. По-английски ITD – Interoral Time Difference. Если звук идет слева от вас, он дойдет до левого уха чуть раньше, чем до правого. Это разница крошечная, прям доли миллисекунды, когда источник звука прям точно сбоку. Но мозг это прекрасно улавливает и говорит: ага, звук слева. А второе – это разница между ушами в уровне. ILD – Interoral Level Difference. Ваша голова – это препятствие для звука, особенно для высоких частот, поэтому звук, идущий справа, в правом ухе будет громче, а в левом – тише. Разница может быть до 20-30 дБ. Когда мы панорамируем звук влево, мы можем искусственно создать и ITD, и ILD. И мозг говорит: понятно, это инструменты слева. Есть нюанс. ITD лучше работает для низких частот, до 1,5 кГц, а ILD для высоких, выше килогерца. Потому что длинные волны низких частот легко огибают голову, а короткие волны высоких частот нет. Голова для них как стена. Теперь про эффект хаоса. Его еще называют эффектом предшествования. Представьте, два одинаковых звука приходят к вам с небольшой задержкой.
Если задержка среднестатистически меньше 40 миллисекунд для сложных звуков типа речи, мозг воспринимает их как один звук, но более широкий, более объемный. А направление звука определяется по тому, что пришло первым. Если задержка больше 40 миллисекунд, мозг уже различает два отдельных звука, то есть слышит эхо. Нам это не нужно. И вот в диапазоне от 5 до 40 миллисекунд золотая середина. Звук воспринимается как один, но приобретает ширину и объем. Когда мы варпингом двигали наш вокал, мы как раз создавали эти мелкие временные различия. В одном месте дабл отстает немного, в другом спешит. И мозг думает, какой широкий голос. Кстати, этот эффект открыл немецкий акустик Хельмут Хаас в 1949 году. А одним из первых его применили в студии Abbey Road при записи The Beatles. Теперь разберем, что именно мы создаем нашими дублями. Разнообразие. Человек дважды не может идеально попасть в себя, поэтому настоящие даблы различаются тем же, что мы и сделали. Ширина. Когда мы разводим дабл-треки по каналам, мы растягиваем звук от левого до правого динамика, и мозг воспринимает это как более широкий источник звука. Глубина. Она создается громкостью, эквалайзером и эффектами. Громче ближе, тише дальше. Ну еще светлее ближе, темнее дальше, суше ближе, с реверберацией дальше. Когда мы делаем дабл-треки тише основного вокала, мы отодвигаем их вглубь. Плотность. Один голос звучит как одна ниточка. А когда мы добавляем дабл-треки с небольшими различиями, получается канат из множества нитей. Звук становится плотнее и богаче. Ну а когда мы слегка меняем питч дабл-трека, мы создаем биение. Это когда две близкие по частоте волны то усиливаются, то ослабляют друг друга, и получается легкое дрожание, которое мозг воспринимает как движение и живость. Ну и форманты еще. Они определяют тембр голоса и его характер. Поэтому, когда мы в одном дабле форманты подняли, а в другом опустили, мозг думает, так, тут поют два разных человека, хотя это один и тот же голос. Но есть и подводные камни, и главные фазовые проблемы. Когда два похожих сигнала смешиваются, они могут интерферировать друг с другом. В одних частотах волны складываются и усиливаются, в других вычитаются и ослабляются. И получается неровная частотная характеристика, похожая на зубья гребня. Отсюда и название гребенчатая фильтрация. Особенно это заметно в моно, поэтому всегда проверяйте результат в моносумме. Избежать этого можно несколькими способами. Во-первых, достаточное различие между дабл-треками. Если они слишком похожи, фазовые проблемы неизбежны. Поэтому варпинг, питч, форманты – все это помогает развести сигналы. Во-вторых, правильный эквалайзер. Я говорил отрезать низ и верх для дабл-треков. И это не только убирает лишние сибилянты и грязь в низах, это еще и уменьшает перекрытие частот с основным вокалом, снижая риск фазовых проблем. Третье. Нужна осторожность с задержками. Задержки в диапазоне от 0 до 20 миллисекунд, они особенно опасны. Они создают самые сильные гребенчатые искажения. Так и почему же нам вообще нравятся дабл-треки? Дело в том, что человеческий мозг эволюционно настроен на восприятие группы. Один голос – это один человек, а несколько голосов – это уже группа, племя, сообщество. И мозг воспринимает это как что-то более значимое, более важное. Кроме того, небольшие различия между голосами создают богатство обертонов, а богатство обертонов мозг ассоциирует с качеством звука, поэтому дабл-треки всегда звучат дороже одинокого вокала. Еще один момент – маскировка. Когда несколько похожих звуков играют одновременно, они маскируют мелкие недостатки друг друга. Небольшая неточность интонации, мелкий шум, легкая хрипотца – это все становится менее заметным в хоре дабл-треков. Несколько способов убедиться, что ваше дублирование работает правильно. Монопроверка. Наверное, самое главное. Переключите мастер-шину в моно и послушайте. Если звук стал тонким, что-то пропадает, есть фазовые проблемы. Второе – проверка на разных системах. Послушайте на больших мониторах, на наушниках, в телефоне. Дабл-треки должны везде работать. И проверьте громкость. Временно убейте основной вокал и послушайте только дабл-треки. Они должны звучать как приглушенная, но узнаваемая версия основного вокала. Ну, еще об тестировании. Переключайтесь между версией с дабл-треками и без них. Разница должна быть заметной, но не режущей ухо. И всегда проверяйте в контексте микса, а не в соло. Сначала на базовых дорожках, засолировав, скажем, кик, снейр, бас, вокал и какой-нибудь важный инструмент, а потом включив вообще все. Вот такая вот наука стоит за этим простым варпингом. Применять это можно не только на вокале, конечно. Ну а на сегодня у меня все. До встречи в следующих видео. Пока.